Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим американские панкейки. Это что-то среднее между блинчиками и оладьями, которые подаются на завтрак с различными соусами, сиропами и ягодами. Они довольно быстро готовятся, получаются вкусными, поэтому обрели такую популярность. К тому же у них очень красивая подача. Существует множество рецептов панкейков. Их готовят на молоке, йогурте, кефире, ряженке, а также добавляют в тесто различные фруктовые пюре. У меня сегодня 3 разных рецепта панкейков. Первый – это классические панкейки на молоке с малиной и сгущенным молоком. Просто и вкусно. Второй вариант – это банановые панкейки на йогурте и молоке с клюквенно-апельсиновым соусом. А третий вариант – это тыквенные панкейки с медом и тыквенным конфитюром. Так что досмотрите видео до конца, будет интересно. Ну а чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Итак, для классических панкейков мне понадобится 200 грамм молока, 2 яйца, 180 грамм муки, 50 грамм сахара, 20 грамм растительного масла, 7 грамм разрыхлителя, пол чайной ложки ванильного сахара, щепотка соли. Взбиваю яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром до посветления массы. Если хотите добиться большей пышности, взбейте отдельно желтки с сахаром и затем к ним аккуратно вмешайте взбитый белок. Количество сахара регулируйте по своему вкусу. Теперь вливаю молоко и еще немного взобью, чтобы масса просто перемешалась. Всыпаю просеянную муку с разрыхлителем. Взбиваю массу до тех пор, пока не разобьются все комочки, но не взбивайте долго, тесто станет резиновым. Вливаю растительное масло, можно добавить растопленное сливочное. Перемешиваю. Вот такое тесто получилось. Оно как густая сметана. Дам ему постоять минут 10-15 и начну жарить. Готовятся панкейки на сухой сковороде без грамма масла на средней мощности плиты. Сковороду нужно хорошо разогреть. Вливаю тесто на центр сковороды и слегка распределяю его при помощи половника. Размер панкейков делайте на свое усмотрение. Я обычно жарю их диаметром 10-11 см, на 2 сковородках, так получается быстрее. Как только на поверхности появляются пузырьки, силиконовой лопаточкой пройдусь по кругу и переворачиваю панкейк. Он легко отстает от сковороды и получается равномерно подрумяненным. Если снизу панкейк уже начинает подгорать, а сверху еще совсем жидкий, снижайте огонь на плите. Ну и соответственно наоборот, если он уже весь пропекся, а снизу еще совсем светлый, значит нагрев следует увеличить. Посмотрите, каким он пышным становится. Жарю панкейк с обратной стороны до такого же румяного цвета и снимаю его. Жарю остальные. Давайте разорвем один и посмотрим, какой он получился в середине. Посмотрите, какой он воздушный. Конечно, вкуснее всего они свежеприготовленные. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 15 панкейков диаметром 10 см. Подавать я их буду с малиной и сгущенным молоком. Второй вариант панкейков вполне можно отнести к полезному питанию, если заменить муку на цельнозерновую или овсяную. Кстати, у меня на канале есть рецепт банановых оладий на жмыхе из овсяного молока. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Заходите, смотрите.
Итак, для банановых панкейков мне понадобится 2 спелых банана, 100 грамм натурального йогурта, 100 грамм молока, 2 яйца, 170 грамм муки, 1 столовая ложка сахара, 7 грамм разрыхлителя, пол чайной ложки ванильного сахара, 20 грамм растительного масла и щепотка соли. С помощью блендера сделаю банановое пюре. Добавлю к нему йогурт и молоко. Можно взять только йогурт или молоко и пробью блендером. К яйцам добавлю буквально 1 ложку сахара, ванильный сахар и щепотку соли и собью до посветления массы. Затем соединяю обе смеси, добавляю просеянную с разрыхлителем муку и взбиваю, пока не разобьются комочки. Затем добавляю растительное масло, перемешиваю и оставляю минут на 10. А пока приготовлю клюквенный соус. Мне понадобится мякоть и сок 1 апельсина, 150 грамм клюквы, 50 грамм сахара, сок половинки лимона. Все ингредиенты отправляю в сотейник и довожу до кипения. Проварю 2-3 минуты и прямо на плите пробью массу блендером, но не до однородности. Оставляю немного целых ягод. Вы, если хотите, можете не только полностью измельчить всю массу, но и протереть через сито. Кстати, ягоды можете использовать любые по своему вкусу. Вот такой соус у меня получился. Дам ему остыть и за это время пожарю панкейки. Разогреваю сковороду и начинаю жарить. Дожидаюсь появления пузырьков и переворачиваю. В итоге у меня получилось 17 банановых панкейков диаметром 10 см. Выкладываю их горкой, поливая каждый небольшим количеством соуса. Сверху добавлю кружочки банана. И третий вариант – это тыквенные панкейки. Они получаются очень яркого солнечного цвета, ароматные и вкусные. Для них мне понадобится 200 грамм тыквенного пюре, 100 грамм молока, 2 яйца, 50 грамм сахара, 180 грамм муки, 7 грамм разрыхлителя, пол чайной ложки ванильного сахара, 20 грамм растительного масла и щепотка соли. Тыкву я нарезала небольшими кусочками и запекла в микроволновке 10 минут. Сейчас погружным блендером сделаю пюре и отмерю нужное мне количество. Оставшееся количество можно заморозить, а можно использовать для других блюд. У меня на канале вы найдете много блюд с тыквой. Ссылку на плейлист я оставлю в описании под этим видео. Тесто готовим, как и в предыдущих вариантах. Взбиваем яйца с сахаром, ванилином и солью. Добавляем тыквенное пюре и молоко. Вместо молока можете взять ряженку, кефир или йогурт. Всыпаю муку с разрыхлителем и взбиваю. Муку тоже можете использовать любую. Если хотите добавить какие-нибудь еще специи, например корицу, то сделайте это на данном этапе. В конце вливаю растительное масло. Блюдо с тыквой можно любить уже за один цвет, такой яркий и солнечный. Вот такая консистенция получилась. Даем тесту постоять и начинаем жарить. Как только на поверхности появляются пузырьки, переворачиваем. Панкейки прекрасно жарятся без масла на сухой сковороде. Главное, конечно, чтобы она была с антипригарным покрытием. Готово! Получилось 17 штук.
Их я буду подавать с тыквенным конфитюром. Его рецепт также есть на моем канале, можете приготовить. Сверху залью все медом и посыплю орешками. Вот такие 3 простых рецепта панкейков получились. На вкус они немного отличаются друг от друга, так что выбирайте свой любимый. В общем, готовьте, пробуйте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и, конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.